начале 20 века, недалеко от греческого острова Антикифера, дайверы, искавшие губки, наткнулись на затонувший корабль. Среди обломков они обнаружили сильно окислившийся комок бронзы и дерева. Никто тогда не знал, что этот скромный артефакт перевернет понимание древних технологий. Его позже назовут антикиферским механизмом, и он до сих пор остается одной из самых поразительных археологических находок в истории. Когда артефакт начали очищать, под слоем ржавчины проступили зубчатые колеса. Это оказалось устройством с более чем 3 десятками шестеренок, способным предсказывать астрономические положения, солнечные и лунные затмения, фазы Луны, даже Олимпийские игры. Все это в маленьком деревянном ящике возрастом более 2000 лет. Исследователи были в шоке. Механизм напоминал аналоговый компьютер, уровень которого человечество не должно было достигнуть еще 1500 лет. Сложность конструкции поставила под сомнение линейную модель развития технологий. Кто его создал? Как они достигли такой точности? Многие связывают артефакт с Архимедом, хотя прямых доказательств нет. Удивительно, но подобное устройство больше не встречалось ни в одном археологическом раскопе, как будто кто-то просто забыл передать эту технологию дальше. Самое интригующее — это не просто загадочный артефакт, это прямая пощечина всему нашему пониманию древности. Как они могли обладать такой инженерной мыслью? И если такое возможно, то какие еще находки могут опрокинуть устоявшиеся представления? А иногда даже звук может стать археологической сенсацией, звук, скрытый в черепах. Когда археологи исследовали заброшенные города цивилизации майя, они и представить не могли, что один из самых необычных артефактов будет звучать. Буквально. В мексиканском Тескоко были найдены странные предметы, напоминающие человеческие черепа, вырезанные из камня и керамики. Они оказались свистками, но стоило их продуть, и окружающим стало не по себе. Изнутри этих свистков вырывался пугающий, дикий, почти инфернальный вой, напоминающий крики умирающих. Ученые назвали это свист смерти. Такой звук сложно воспроизвести даже с помощью современных технологий. Он рассчитан на воздействие на психику, вызывает тревогу, страх, почти панику. Это не музыкальный инструмент. Это звуковое оружие. Исследования показали, что такие артефакты использовались во время ритуалов жертвоприношения или в бою, чтобы психологически давить на врагов. Представь, тишина джунглей, и вдруг с десятков сторон раздается вой мертвых. Даже закаленный воин может дрогнуть. Инженерия этих свистков поражает. Внутри сложная система каналов, делающая звук особенно жутким. Причем каждый из них звучит по-разному. Возможно, это были и музыкальные хоры смерти. Современные акустики все еще не до конца понимают, как именно они добивались таких эффектов. Если звуком можно пугать, то что делать, если сама форма сооружения вызывает дрожь в коленях? Пирамиды, которых не должно быть. Когда мы слышим слово «пирамида», перед глазами сразу встает Египет. Но что, если тебе скажут, что пирамиды есть и в Китае? И не просто есть, а настолько огромные, что долгое время их прятали от всего мира. В середине 20 века американские пилоты над Китаем случайно засняли гигантские пирамиды, скрытые среди холмов. Некоторые из них достигают по высоте почти 100 футов. Почему же о них никто не знал? Ответ прост и странен. Китайские власти долгие годы не пускали туда ученых. Только в последние десятилетия археологи получили доступ. И то ограниченный. Пирамиды в основном засыпаны землей и растительностью, словно специально замаскированы. Многие уверены, под ними скрываются могилы древних императоров, но доступа к центральным камерам нет до сих пор. А теперь представь, в Боснии, прямо в Европе, местный археолог заявил о находке пирамидальных холмов, которые по своим параметрам даже превосходят египетские. Ученое сообщество приняло это с насмешкой, но при изучении рельефа и грунта оказалось, что структура действительно геометрически правильна, с четкими гранями, подземными туннелями и признаками древней обработки. Так неужели человечество строило пирамиды по всему миру? Или это наследие какой-то забытой цивилизации? Ответы пока остаются под слоем земли и молчания. Но иногда разгадка лежит не на поверхности, а глубоко под землей и даже может убивать. Могила, открывшая портал в ад. В древнем городе Иераполис, на территории современной Турции, археологи наткнулись на загадочное святилище, известное как Плутоний. Древние тексты называли это место входом в подземный мир, буквально в ад. Звучит как миф, вот только это место действительно существовало, и даже современная наука не смогла объяснить все сразу. Когда ученые впервые вошли в руины, они обнаружили, что рядом с входом в подземную камеру массово гибнут птицы и мелкие животные. Стоило им приблизиться, и они умирали буквально за секунды. Люди же оставались невредимыми. Все это подтверждало древнее описание. Жрецы входили в храм, стояли там и выходили живыми. Тогда как любой, кто приблизился без подготовки, погибал.
Все оказалось до жути просто. Под храмом находится геологический разлом, из которого выходит углекислый газ. Он скапливается у поверхности и незаметен глазу. Для животных смертельно. Жрецы же знали, как избежать ловушки. Они шли выше, где воздух чище. Но как древние могли понять столь тонкую разницу? Как использовали природный феномен в религиозных целях? Этот храм стал доказательством того, насколько глубоко древние могли манипулировать страхами и силами природы. Они буквально открыли портал в ад и использовали его, чтобы поддерживать мистику и власть. Но если смерть может быть частью архитектуры, то иногда загадка в массе и весе. Неподъемный саркофаг Саккары. В египетской Саккаре под слоем песка находится нечто, что до сих пор вызывает у ученых замешательство. 30 массивных саркофагов из цельного черного гранита. Каждый весит десятки тонн. Настолько огромные и идеально отполированные, что даже современные технологии с трудом справились бы с их созданием. И вот вопрос. Как, когда и зачем? Саркофаги находятся глубоко под землей, в катакомбах Серапеума. Транспортировка их по узким тоннелям кажется невозможной. Некоторые версии предполагают, что конструкции были сделаны на месте. Но и это вызывает сомнения. На такой глубине, без света, с примитивными инструментами, слишком много «если». Кроме размера, поражает и их отделка. Внутренние поверхности идеально гладкие, словно обработаны промышленным оборудованием, но возраст этих объектов превышает 2000 лет. Кого же там хоронили? Самое загадочное – большинство саркофагов пусты. Нет тел, нет сокровищ. Только огромные ящики, словно созданные не для хранения, а для сокрытия. Археологи до сих пор не пришли к единому мнению. Некоторые считают, что это были погребения священных быков Аписа. Но зачем тогда такая гигантская и дорогая обработка? Если вес может удивлять, то форма иногда говорит больше, чем содержание. Пустыня, полная глаз. В самом сердце южноамериканской пустыни насквозь скрываются линии, которые невозможно разглядеть с Земли. Эти гигантские геоглифы, животные, фигуры, абстрактные формы вырезаны прямо в каменистой поверхности. Некоторые из них растянуты на сотни футов. А теперь главное, все это можно по-настоящему увидеть только с высоты птичьего полета. Но цивилизация, создавшая их, не имела никакой авиации. Или имела? Ученые десятилетиями спорили, зачем создавать рисунки, которые нельзя оценить с Земли. Версий множество, от религиозных ритуалов до космических маяков для богов. Некоторые линии идеально выстроены по направлению к Солнцу в дни равноденствия, другие ведут к водоисточникам. Но зачем рисовать гигантского паука или колибри размером с квартал? Поразительно, но линии настолько точны, что создают эффект оптической чистоты даже при взгляде сверху. Люди Назка использовали простые инструменты и веревки, чтобы вымерять масштабы. Но зачем тратить столько усилий на изображения, которые никто из живущих не увидит в полной мере? Последние открытия показывают, в пустыне скрыто более 1000 ранее неизвестных фигур. Некоторые из них только начинают расшифровывать. И кажется, что смысл этих посланий еще долго будет недоступен. Но пока одни рисовали на земле, другие строили прямо на дне океана. Город под водой. У побережья Индии возле города Дварка аквалангисты обнаружили нечто невероятное. Следы подводного города, каменные улицы, стены, якоря и лестницы. Все это на глубине более сотни футов. Веками древнеиндийские тексты рассказывали о городе Дварка, построенном богом Кришной. Многие считали это мифом, пока наука не вмешалась. Исследования показали, структуры действительно рукотворные и невероятно древние. Некоторые датировки говорят о возрасте в 9000 лет. Это ставит под сомнение принятую хронологию цивилизаций. До шумеров, до египтян под водой уже существовали города. Археологи обнаружили множество артефактов, включая керамику и медные инструменты. Это означает, что место было обитаемо, развивалось, а затем внезапно ушло под воду. Вероятнее всего из-за резкого подъема уровня океана. Но масштабы поражают. Это не просто деревня. Это полноценный город. Сегодня Дварка частично закрыта для свободного изучения. Индийские власти проводят исследования, но сдерживают доступ к полным данным. Возможно, это связано с тем, что признание древней Дварки изменит всю историю региона. Но если кто-то мог строить под водой, то кто-то другой решил говорить с будущими поколениями через загадочные скрижали Джорджии. На холме в американском штате Джорджия в конце 20 века внезапно появились монолитные каменные плиты с посланиями. На 8 языках, включая иврит, китайский, хинди и русский, выбито 10 заповедей для нового человечества. Кто их установил, неизвестно. Спонсор назвался псевдонимом. Личность его не раскрыта по сей день. Сооружение моментально окрестили американским Стоунхенджем. Оно ориентировано по сторонам света, имеет астрономические функции и по сути служит современным мегалитом. Но главное – содержание.
Первое правило — поддерживать численность населения Земли на уровне 500 миллионов человек. Остальные пункты о контроле над воспроизводством, едином языке, мировом суде. Многие увидели в этом намек на глобальное управление, почти антиутопию. Заговоры, тайные организации, масоны — все это моментально прицепилось к загадочным скрижалям. Власти отнекивались, мол, это просто арт-объект. Но зачем тогда закладывать капсулу времени, делать точную астрономическую привязку, тратить миллионы? В 2022 скрижали были разрушены неизвестными. Кто-то счел, что они несут опасное послание. Но сама тайна только усилилась, кто все же стоял за их созданием. А ведь некоторые артефакты попадают к нам не через камень, а через уголь. Механизм в бронзовом кубе. В XIX веке рабочие в австрийской шахте нашли в куске угля бронзовый предмет, напоминающий миниатюрный куб с отполированными гранями и выемками. Он был плотно заключен в слоистую породу угля, возраст которой оценивается в сотни миллионов лет. Такой возраст противоречит не просто истории человечества, а самой возможности существования любых разумных существ в то время. Изделие исследовали ученые, в том числе металлурги. Оказалось, это действительно сплав с примесями никеля, имеющий признаки искусственного изготовления. Механическая обработка очевидна, ровные края, симметричность. Но как он мог оказаться в угле, если металл появился лишь десятки тысяч лет назад? Некоторые предположили, что это результат попадания современного предмета в шахту. Но анализ показал, уголь вокруг объекта не нарушен, а сам предмет был вросшим в породу, то есть находка действительно древняя. Позже куб был утерян, и сегодня остались только его фотографии и описания. Эта история не дала четкого ответа. Она оставила вопрос, возможно ли, что цивилизации существовали до нас и просто исчезли, оставив после себя редкие, необъяснимые фрагменты. Но иногда непонимание вызывает не артефакт, а сам человек. Черепа, не вписывающиеся в эволюцию. В пустынях Перу археологи обнаружили десятки черепов, форма которых выбивается из всех известных анатомических норм. Вытянутые, удлиненные, почти инопланетного вида. Сразу появились теории об инопланетянах и древних пришельцах. Но правда оказалась не менее загадочной. Некоторые черепа были деформированы намеренно. Это делали с детства, туго перевязывая голову младенцам. Такая практика существовала в разных культурах, от африканских до индейских. Это символизировало высокий статус, принадлежность к знати. Но вот проблема. Часть перуанских черепов имеет анатомические особенности, которые нельзя получить искусственно. Увеличенный объем, дополнительные швы, неестественное расположение глазниц. Исследования показали, что это может быть результатом некой локальной мутации или проявления совершенно другой ветви человека. Теории о забытых племенах, подземных народах, биологических экспериментах древности не прекращаются. Одно ясно, некоторые черепа не вписываются в классическую эволюцию. И пока одни спорят, ученые продолжают искать ответы в костях, которые могут переписать историю. Но есть находки, которые даже в микроскоп не укладываются в голове. Спирали из глубин. В 90-х годах прошлого века, во время геологических работ на Урале, российские исследователи обнаружили нечто поразительное. В слоях Земли на глубинах, соответствующих возрасту от 100 тысяч до 300 тысяч лет, лежали крошечные металлические спирали, настолько маленькие, что их трудно заметить невооруженным глазом. Диаметр от нескольких микрон до 1 миллиметра. Из чего они сделаны? Из вольфрама и молибдена, материалов, с которыми человечество научилось работать лишь в прошлом веке. Форма этих спиралей идеальная. Они напоминают детали современных микросхем или антенн. Строение настолько точное, что некоторые ученые сочли их результатом работы не природы, а технологии. Но как можно объяснить присутствие таких объектов в слоях, которым десятки, если не сотни тысяч лет? Официальная наука не спешит признавать их искусственное происхождение. Есть версии, что это результат природной кристаллизации, некая геологическая случайность, но слишком уж правильные формы. Слишком уж сложно это вписать в законы природы. Некоторые исследователи считают эти спирали возможными остатками давно исчезнувшей цивилизации или следами вмешательства, которое нам не понять. И пока мир спорит, в музеях лежат крохотные детали, способные перевернуть все. А порой древность поражает не своими размерами, а своими функциями. Батареи из Вавилона. В середине 30-х годов прошлого века вблизи Багдада археологи обнаружили странный артефакт. Глиняный сосуд, внутри которого находился медный цилиндр, а внутри него железный стержень. Все это залито остатками кислого раствора. И вот вопрос, зачем древним жителям Месопотамии эта химическая схема?
Исследователи быстро пришли к шокирующему выводу. Конструкция напоминает примитивную гальваническую батарею. Подобно современным элементам питания, она могла вырабатывать электрический ток. Простая лимонная кислота или винный уксус, и устройство начинает работать. Но зачем? На что они тратили электричество? Одна из гипотез — это был источник тока для гальванического золочения. В пользу этой версии говорят найденные в тех же регионах украшения, покрытые тонким слоем золота, которые очень сложно нанести вручную. Некоторые исследователи скептически настроены. Возможно, это просто сосуд для хранения свитков или ритуалов. Но тогда почему внутри точно подогнанные по размеру металлы? Почему кислотный след? Вопросов больше, чем ответов. И, возможно, если бы подобные батареи были найдены массово, мы бы уже говорили о древнем электричестве как о норме. Но пока мы нащупываем только контуры великого технологического прошлого. А где технология, там и расчет. Иногда на камне, на века вперед. Календарь из камня. В горах Южной Африки, в районе, называемом Мпумаланга, археологи нашли странные круглые камни и сооружения, которые, как оказалось, составляют один из самых древних астрономических календарей в истории. Названный Адамов календарь, этот комплекс оценивается более чем в 70 тысяч лет. И он до сих пор работает. Мегалиты выстроены по солнечному кругу, в точности отслеживают дни солнцестояния и равноденствия. И вот что особенно поражает. Ориентация камней и их тени показывают не только смену сезонов, но и предсказывают затмение. Кто мог построить такой комплекс в те времена, когда официально люди еще только переходили от собирательства к оседлой жизни? Вокруг не найдено следов поселений, ни артефактов, которые бы объясняли уровень знаний. Только камни. Но настолько точные, что современным астрономам пришлось пересчитать их вручную. Местные легенды говорят о небесных людях, спустившихся с неба. Ученые склоняются к мысли о забытом племени астрономов. Но ни одного четкого объяснения до сих пор нет. А ведь иногда даже язык может быть потерян навсегда. Письмо с того света. Один из самых загадочных артефактов Крита — диск из Фестоса. Найденный в начале 20 века, он покрыт спиральной надписью, состоящей из странных символов. Всего их более 200. Они не похожи ни на один известный алфавит. Диск изготовлен из обожженной глины примерно во втором тысячелетии до нашей эры. И с момента его открытия никто, ни лингвисты, ни криптографы, не смог расшифровать его послание. Все, что мы знаем, это то, что символы отпечатывались с помощью штампов, как печатная машинка. А это говорит о массовом производстве чего? Теории множатся. Одни считают, что это молитва или гимн. Другие уверены, что это таблица или заклинание. А кто-то даже предполагает, что это инструкция, но ни одно толкование не подтверждено. Фестовский диск стал своего рода иконой неразгаданных древних посланий. Мы смотрим на него и не понимаем. Он словно письмо, брошенное сквозь века, но написанное на языке, которого уже нет. Возможно, мы никогда не узнаем, что хотели сказать его авторы. Но некоторые вещи, забытые тысячелетиями, все же находят путь наружу. Лабиринт под Египтом. Еще Геродот упоминал о великом подземном лабиринте близ озера Меридового. Он писал, что видел его лично и не может передать масштаб. Тысячи комнат, залы, коридоры. Греки были поражены больше, чем пирамидами, но со временем это место ушло в легенды, пока не появились современные георадары. Недавно, неподалеку от пирамид в Хаваре, египетские и европейские исследователи нашли нечто, что очень похоже на тот самый лабиринт. Под толщей песка и камня скрывается гигантский подземный комплекс. Геосканирование показало многоуровневую структуру, сеть залов, проходов и даже водные каналы. Но все это под запретом. Египетские власти признали наличие структуры, но ограничили раскопки. Почему? Есть мнение, что там может находиться хранилище древних текстов или артефактов, которые поставят под сомнение привычную хронологию. Никаких четких ответов нет. Но сам факт существования подземной мегаструктуры размером с квартал уже изменяет восприятие Древнего Египта. И вот здесь стоит поставить аккуратную, но весомую точку. Археология — это не только прошлое. Это зеркало, в котором отражается наше настоящее. Каждая находка — это не просто артефакт, а вызов. Вызов нашему самодовольству, нашему ощущению уникальности, нашей уверенности, что мы вершина эволюции. Оказалось, древние знали, чувствовали и умели гораздо больше, чем нам хочется